Халис-ага сожалеет, что до сих пор не может вытащить Архана из тюрьмы. Ферит возмущен тем, почему нельзя раскрыть подстроенное преступление. Гюльгюн говорит, что если семья не будет едина, такие вещи и дальше будут случаться. А Ифакат, обращая внимание на Суну и Каю, советует им держаться подальше от Шихмуза. Кая же говорит, что ничего бы этого не произошло с дядюшкой, если бы он не похитил Казыма. «Ты кого это защищаешь?» – взбунтовался на него Ферит. Дед говорит, как им не стыдно, и обоим велит сесть за стол. Для того, чтобы семья была единой, нужна помощь каждого. Он отчитывает внуков и дает совет не толкать друг друга и не падать, так как у него нет больше сил их поднять. Люди Акеша готовят для нового надзирателя, который покровительствует Архану, ловушку. И якобы он пронес в тюрьму что-то запрещенное. В камеру пришли с обыском. «Завтра уволят твоего друга, и ты останешься один», говорят Архану сокамерники. За ужином у Казыма Акын рассказывает о себе, что до сих пор учится. А Акеш поинтересовался у Сейран, как у нее с разводом. «Скоро об этом узнает весь мир», — ответил ему Казым. Также Акеш говорит Казыму и Сейран, что они смотрятся хорошо вместе. После этого Сейран уходит на кухню. Акым идет за ней и начинает говорить, что не нужно так резко реагировать. Акын напоминает, что уже говорил ей, что не хочет ни семью, ни детей. Но если они сейчас откажутся, то Казым с дядей будут подыскивать им других претендентов на руку и сердце. Акым предлагает притвориться и подождать, пока они не угомонятся. Сейран в раздумьях, можно ли Акыму доверять. Акешу-аге докладывают новости из тюрьмы. И Сейран слышит, как Акеш приказывает кому-то продолжать мучать Архана. «Кто вас об этом попросил, мой отец?» – спросила Сейран. «Это мое личное с Карханом, и оно вас не касается», – ответил ей Акеш. Звонит Ферит, и Сейран не знает, что ему сказать. Фериту кажется ее голос странным. Она говорит ему, что ее никто здесь не удерживает, просто в доме сейчас гости. Ферит, желающий удостовериться, что все в порядке, просит прислать координаты. Сейран рассказывает FG, что Ферит хочет приехать, а FG подключает Акына. Сейран спрашивает у него, действительно ли она может ему доверять, и просит помочь. Суна считает, что Кая не прав, и прицепился на пустом месте к Фериту. А Кая говорит, что для деда единственной ценностью в этом доме является Ферит. Он просит Суну еще раз обдумать план и дать деду внука. Суна отвечает ему, что у этого ребенка фамилия все равно не будет Кархан. Она говорит, что нужно еще раз все хорошо обдумать и даже передумать, пока не поздно. Ферит, выходя из дома, встречает Суну, и та узнает, что у него встреча с Сейран. Она просит Ферита не рассказывать Сейран о том, что несчастна. Казым за обе щеки уплетает похвалу, принесенную Акыном. По плану Сейран, FG засобиралась домой и пришла попрощаться. Казым велит позвать водителя.
но FJ говорит, что поедет на автобусе. И тогда Акын вызывается подвезти ее вместе с Сейран. Казым одобряет эту идею, но посылает за ними свою слежку. Хатуч спрашивает у Казыма, что он делает. «Как я мог отпустить девушку одну?» – говорит ей Казым. «Правильно, – говорит Хатуч, – и с другим что-нибудь сделай. А то сидит весь день, не уходит. Проклятый!» Зерин увидела в кафе больницы Сертера. Он говорит, что беспокоится за Пелин и не может жить дальше, как будто ничего не было. Зерин говорит ему, что нужно время, и когда Пелин поправится, она обещает устроить их встречу. Чтобы Пелин снова была счастливой, Сертер просит подальше держать от нее Ферита. «Здесь у нас дела закончились. Завтра мы возьмем Ферита Кархана», – говорит Сертер своим людям. Сейран, увидев Ферита, говорит Акыму, что домой вернется сама. Ферит спрашивает у Сейран, что здесь делает этот парень. «Акым приехал за FJ, и они подвезли меня», – ответила Сейран. Люди Казыма фотографируют Ферита и Сейран. «Теперь я верю, что у тебя нет никаких проблем с отцом, раз он отпустил тебя в такое время», — говорит Ферит Сейран. А Сейран спрашивает, как дела у Архана. Ферит рассказывает, что дедушка до сих пор не может его вызволить. «Что есть, то есть, ничего не изменишь», — говорит Ферит. «Но мы можем кое-что изменить». Ферит рассказывает, как дед позволил ему создать свой бренд. И он был счастлив. Но все меркнет от мгновения, проведенного с ней. «Я не хочу быть без тебя», — говорит Ферит. Но Сейран говорит, что слишком тяжело после того, что произошло. «Но если мы любим друг друга, что нам до этой тяготы?» – говорит Ферит и просит довериться ему. «Если не хочешь жить в особняке, мы не будем. Главное быть вместе». Ферит просит протянуть ему руку, и он будет ее держать. Также он говорит, что все осознал и серьезен в своих словах. Далее Ферит просит ехать домой и подумать хорошо. «Мне надо идти», — говорит Сейран. «Еще немного», — сказал Ферит и признался ей в любви.